Сижу я такой, завтракаю в очень колоритном месте. Рядом тут делают прямо на углях еду. Тут же какая-то мастерская была, на которых очень много в Стамбуле. И мне пришла идея. Я давно хотел постричься. Мне кажется, что я зарос, не знаю. А почему бы не сходить в турецкую, настоящую парикмахерскую, которая называется куафер, и узнать, как там все проходит. Волнует не только качество заведения, но и как я буду все это объяснять. Я, конечно, скриншотом сделал те виды причесок, которые обычно делаю. Надеюсь, они поймут. В общем, надо еще как-то будет объясниться. Вот 2 головные боли. Hello, speak English? Little. How much is style haircut? How much? You washing? Yes. Yes, washing. Shave? No. No shave. Yeah. No shave. Oh, Just okay. a haircut. Yeah, hey, 100 lira. 100 lira. Yeah. Okay. Hoş geldin. Speak English. How much? Yes, haircut. How much? Lira. 40 lira. Okay. And wash 40. Okay, I will come back. Lira. Дедушка предлагает за 40, 400 рублей на наши деньги, но я очень боюсь ему отдавать свои волосы. Ну вот и как найти золотую середину? Либо что-то такое прям очень бюджетное, либо... Тут вообще я не понимаю, мне кажется, заломил цену с потолка. Ну, то есть, допустим, 100, соглашусь я или нет. Интересно, а так же, как на рынке в парикмахерских можно торговаться? Типа, давай за 80, давай за 70, может за 20. Не знаю, ладно, ищем дальше. По поводу маски сказали, что мне не обязательно, но вот он обязательно в маске. Итак, здесь за 70 мы сговорились, но здесь все так культурненько, уютненько. Добро пожаловать к Ибрагиму. Я тут работаю уже 34 года. These pictures... А что это за снимок там наверху? Это вы на нем? Это я с братьями перед входом в нашу парикмахерскую. Я совсем еще юный, с левой стороны. Рядом мой старший брат. Парикмахерская стала нашим семейным начинанием с братьями. Мне тогда было 15, моим братьям 19 и 20. Тогда шел 1986 год. Так и стрижем здесь людей и по сей день. Нифига себе. So, first of all, а с чего начнем? Сначала помоем голову и затем приступим к стрижке. Да, я вижу, у вас сейчас чистая голова, поэтому уже после стрижки помоем ее. А почему вы вообще стали этим заниматься? Но мне нравится это. Каждый день я хочу приходить сюда, делать эту работу, делать людей более красивыми, видеть их довольные, счастливые лица. Обучались где-нибудь? Все пришло ко мне с практикой. Я самоучка. Стал заниматься этим сразу после школы. В 15 открыл это заведение с братьями. Волнительно. Незнакомому человеку доверять свои волосы. Ну, сейчас посмотрим. May I ask you the question, how COVID-19 impact... А как COVID-19 повлиял на вашу работу? А он ведь повлиял наверняка. На 4 месяца власти вынудили нас закрыться. С конца лета мы опять заработали, пытаемся встать на ноги. Но дай бог 20-30% в данный момент посещаемости, если сравнивать с доковидным периодом. В день приходит 12-13 посетителей. Это, конечно, маловато, но и, конечно, не все услуги сейчас доступны. Из мер безопасности мы не используем острые опасные бритвы.
Obviously, coiffeur. А как вообще правильно называть турецкого парикмахера? Куафер? Только барбер, даже правильнее бербер. А кто тогда куафер? Coiffeur is the French name. Ну, кауфер — это французское название, бербер — это наше турецкое. А правда, что в Турции жесткое разделение? Одни парикмахерские только для мужчин, другие только для женщин. Ну, не сказал бы. Раньше, да, сейчас появляются унисекс-парикмахерские. Все так же, как и в Европе. А если говорить о вас, ваши посетители только мужчины? Да, только мужчины. Я не стригу женщин, не стригу маленьких детей, только мужчины. Only for men. Окей. 65 лет вот этому стулу. Ничего себе. Надо с уважением к нему относиться немножко. And this is 60 years old, this razor. Взгляни-ка на эти острые бритвы. Вот этой модели 60 лет, а вот этой вообще 120. И вы все еще их используете? Или это просто экспонаты такого вашего личного музея? Нет, конечно, это уже история. Действительно мой личный музей. Вот, кстати, как раньше лезвия затачивали. Блин, это было чертовски опасно стричься и бриться в то время. Have you ever been in Russia? А вы когда-нибудь были в России? Да, был. 16 лет назад. В 2004 я посетил Петербург. Это был отпуск или деловая поездка? Обычный отпуск, просто отдыхал. Я люблю путешествовать. Посещал много стран. Я был в Италии, Словении, Хорватии, Кипре. Несколько раз в Греции. А Санкт-Петербург вам понравился? I like it so much. Much better than, believe me. Очень. Он мне даже больше впечатлил, чем Венеция. Были в Венеции? Да, конечно, Петербург мне напоминает больше Стокгольм, хотя и на Венецию тоже похож. Also, Многие думают, что в России очень дорого и все люди суровые, но это не так. В Санкт-Петербурге только жилье дорогое, все остальное вполне по карману. И люди. Люди шикарные. Но, конечно, моя страна и конкретно Стамбул — это рай. I go to the so nice restaurant in your city. Из моих русских воспоминаний помню, как в Петербурге меня повели в один ваш ресторан. Я окинул взглядом меню и решил попробовать ваш борщ, овощной суп. И это было что-то. Мне очень понравилось. Do you want to visit Russia one more time? А еще раз к нам в Россию заглянуть не хотите? Зимой. В этот раз зимой. Хочу пройтись по замерзшей Неве. Это прям мечта. То есть опять приедете в Петербург, а как же Москва? Не-не-не, но мне кажется, в Петербурге круче. Мне нравятся более старые города с богатой историей. Мне кажется, в Петербурге люди добрее, более отзывчивее. Возможно, вы и правы. Кстати, наверное, похожая ситуация в Турции. У вас есть столица, Анкара, но более древний город — это все-таки Стамбул. Также в России. Москва, конечно, очень красивая, но если кто-то спросит меня, какой город посетить в первую очередь, чтобы прикоснуться к истории России, понять, что за люди русские, я буду однозначно советовать Санкт-Петербург. Работа большую прибыль вам приносит? В месяц сколько, например? Конечно, если это не секрет. So many changing. Now is off time. Approximately. Сейчас много что поменялось. Бывают дни, когда 2-3 человека только придут подстричься. В другой день больше 10, а в третий вообще только один посетитель. И такие скачки от 100 посетителей до 2-3 происходят регулярно. А кто приходит к вам в основном, иностранцы или местные? Но раньше были турки в основном. Последние 3-4 года туристы активно заглядывают. Я говорю немного по-английски. Это популярное у приезжих место, так что иностранцы приходят. Здесь, кстати, разные международные компании поблизости. Часть посетителей — это консулы, дипломаты. Их тоже здесь много. Finished my services. Happy. I am much Для happy. меня, если посетитель счастлив, то доволен в итоге и я. Это самое главное. Деньги — это нечто дополнительное. Это не должно быть единственной целью. Посетитель превыше всего. Ему хорошо, значит и мне хорошо. If you want to become the hairdresser, you just... А как вообще стать бербером? Вижу, у вас тут сертификат висит. Неужели достаточно только этого подтверждения, что вы прошли курсы? Ну, если ты турок, то да, это основное. Если речь идет о приезжих, о беженцах, тогда еще плюс разрешение на работу. И если хочешь открыть свое заведение, еще одно разрешение необходимо.